Друзья, знаете, что это такое? Да, это вот коробочка металлическая, только это бей для двух дисков. Но это не просто бей для двух дисков, 2,5. Он существует и для 3,5 дисков, дюймов. Это бей для двух дисков, который поддерживает, я сейчас его отсюда вытолкну, я его раскрутил предварительно. У меня здесь стоит 2 SSD диска, 2,5. Поддерживает активное охлаждение, это раз. А во-вторых, он поддерживает RAID 0, RAID 1 и поддерживает GBUID, объединение дисков в один, скажем так, как в RAID 0 и в RAID 1, а в RAID 1 он поддерживает зеркалирование и плюс поддерживает нормальный режим на 2 диска. Классная штука. А знаете, почему она классная? Да потому что она, черт возьми, стоит всего лишь $18. За $18 получить вот такую вот штукенцию, которую можно запихнуть максимально 16 терабайт дисков, ну извините меня, это просто невероятно. Диски, конечно же, не идут в комплекте, диски нужно покупать отдельно, но вот эта штука для компьютеров, для роутеров, для ТВ-боксов, для чего угодно на канале Технозон с поддержкой RAID. Поехали. Я на Алиэкспрессе. Сейчас это откладываю на распаковочке. Увидите сейчас $18, 26 центов. Это за версию у нас 2,5 дюйма на 2 бэя. Есть 3,5 дюйма. Вот она стоит уже подороже $54. Но я выбрал именно такой маленький формат, потому что ну совсем очень прикольно. И ссылка в описании под видео. Кстати, еще подписывайтесь, нажимайте колокольчик. За $18 вы получаете, смотрите, двойной диск с охлаждением, с 4 режимами RAID, ну они, видите, 4 RAID они пишут, хотя немножко неправильно, и 5 Gbps, это скорость передачи. Тут у нас скорость передачи, конечно же, ограничивается скоростью передачи самого USB, я больше 380 мегабайт в секунду не получила, это примерно 3 гигабита, то есть здесь 5 гигабита, это примерно 3 гигабита. Максимально 16 терабайт, и смотрите, то, что они пишут 480 мегабайт в секунду, возможно, мой USB, возможно, сами диски мои Kingsfast не пишут быстрее, но 480 мегабайт они заявляют, я получил 380. Теперь, видите, подключение к роутерам, ну, это такой компонент NAS штучка, то есть можно к NAS подключить, как резерв какой-то для бэкапа, и в RAID 1 еще и, знаете, дополнительную безопасность. Либо использую для бэкапа, потому что в зеркалировании 2 диска, если вы понимаете, что это такое, то есть они полностью зеркальные, работают одновременно с такой же скоростью, как один, и просто делает зеркальную копию в режиме реального времени. Дальше, ну тут они фильмы записывают, фильмы считают, это все мелочи и фигня, потому что это не соответствует действительности. А вот 2,5 дюйма у нас SATA HDD и SATA SSD поддерживают. А теперь у нас есть там еще переключатель RAID, и вы посмотрите, есть нормальный GBUID, когда объединяет, например, 2 плюс 1,5 терабайта будет 3,5 терабайта, а RAID 0 где-то примерно 2 плюс 1,5 терабайта будет 3 терабайта, но должно увеличивать скорость. Но тут в чем фишка? Увеличить скорость, возможно, на каких-то низкоуровневых дисках, на медленных, он сможет, но если диски работают на, скажем так, там 380-480 мегабайт в секунду, вы не получите, тут будет ограничено самим портом, это не будет работать как в компьютерах на PCI-Express шине, нет, вы получите ту же самую скорость. И RAID 1 это когда вы, допустим, 2 плюс 1,5 терабайта, ну это вот грубо говоря, получите 1,5, либо 1 плюс 1 получите 1 терабайт, но они будут, грубо говоря, зеркалиться, просто-напросто полностью, вот видите, зеркальный слепок, и все, то есть классная тема, имеет дополнительное питание. Сейчас мы с вами перейдем, его распакуем и будем уже с вами его тестировать. Ссылки в описании под видео, еще раз повторяю, переходим. Так, вот такой вот у нас Dual Bay, 2,5 дюйма, HDD Enclosure. Ну, мы будем использовать вот такие вот SSD-шки. У меня специально 2 SSD-шки под это дело. И он поддерживает RAID 0, RAID 1, GBUID и нормальный режим сдваивания. Поддерживает 16 терабайт максимально, 2 по 2,5, подключается через Type-C и, конечно же, ATA интерфейс. А ну-ка, ну, сериал ATA. Ну, здесь они больше ничего не показывают такого нам интересного. Так, пломбочка. Давайте открываем. Итак, он металлический. Я сразу ощущаю, что он металл. Попробуй. Он металл. Прикол. Прикольно, красиво. Так, что у нас здесь есть в комплекте? Есть у нас Type A на Type-C. Есть у нас вот такой вот кабель питания и отверточка. Кстати, какой интересный у нас комплектец. Кабель питания, если у вас жесткие диски, интересно, будут ли работать отдельно. Сейчас посмотрим. Давайте включим, вернее, откроем
нашу отверточку, если уж мы так используем. Так, здесь у нас одного нет. Кстати, одного, прикинь, нет винтика. Ой. Да, прикол. Такое тоже бывает. Так, откручиваем. Ага, и что у нас тут? Тут у нас все жестко. Это не достается с этой стороны. А ну с этой попробуем. Прикол. Сейчас посмотрим. У него активное охлаждение. Аж интересно. Смотрите, видите, кулерочек есть. Ага, вот так вот он достается вместе с кулерочком. Смотрите, как сделано, интересно. То есть два SATA диска вы вставляете. Первый и закручиваете здесь винтами. Первый SATA диск и второй SATA диск тоже. Сейчас мы его откроем. King Fast. Самые простые диски, кстати, работают у меня уже очень много времени. Они самые-самые обыкновенные. Так, у нас есть свич, микросвич. Надо читать инструкцию, потому что, скорее всего, на свиче мы имеем переключение режимов. Да, вот, смотрите, все понятно. То есть у нас на свече есть режимы RAID, есть GBOD. Это, кстати, прикольно. Сейчас мы все прочитаем. Смотрите, вот это у нас сейчас нормальный режим. Big Mode — это объединение их. Нормальный режим — это два диска. Big Mode — это объединение двух дисков. То есть мы включаем тогда единичку вниз, двойку вверх. Вот таким вот образом, а единичку вниз. Вот. Все, это Big Mode. Теперь наоборот, это у нас RAID 0. А это у нас RAID 1, если два вверх. Вот таким вот образом. Мы будем делать сейчас это в режиме Normal. Но сам факт того, что у нас есть с вами режим RAID, это прям вот топ. Я вам серьезно говорю. Мне очень это импонирует. Мы его, конечно же, сейчас подключим и будем уже тестировать. При этом в разных режимах. Не хочу закрывать. Хочу попробовать в разных режимах. Все, ребят, собираем, переходим, вернее, подключаем, переходим на компьютер. Смотрите, подключил в режиме просто-напросто RAID 0. У нас, видите, оно объединило два диска. Сразу говорю, то есть две 128-шки определила в 223. Давайте все режимы с вами проверим. Я сейчас выключаю его, меняю вот эти вот диперы и смотрим, подключаем, смотрим, что у нас получается. Сейчас он, по идее, должен подключить два диска. Все, то есть он поддерживает RAID, и тут как бы вообще вопросов нет. Давайте отключаем, включаем в режиме RAID 1, то есть у нас получается RAID 0, RAID 1, и есть у нас Big Volume, ну вот тоже это режим Big Volume, в принципе, такое себе. И включаем еще вот такой вот режим. Сейчас посмотрим, что у нас получается. У нас, знаете, нас интересует два режима, по сути. Вот RAID 0, RAID 1. Ну и вот Big Volume, то есть у нас, по сути, просто зеркалирование идет. Интересно. Давайте попробуем вот в таком режиме. Сейчас его инициализируем. Давайте попробуем. Вот оно нам выдало инициализировать. Давайте инициализируем. Меня интересует скорость в таком режиме. Скорость именно, когда в RAID 0 у нас будет два диска именно в RAID. Увеличится ли у нас скорость чтения и записи. Сейчас посмотрим. Давайте создадим том один простой. В NTFS вообще не важно. Сейчас он отформатируется. Есть. И сейчас мы с вами протестируем скорость записи чтения. Смотрим свойства. 119 гигов. Аж интересно стало. Давайте посмотрим на диске. Тут у нас, видите, UISP сериал ATA, ATA P7. Короче, вообще так очень интересно. Но при этом они пишут JMicron RAID 1. Это у нас в RAID 1, да, это не в RAID 0. Хорошо, уже лучше. Давайте ставим диск E и стартуем конкретно, посмотрим скорость. В RAID 1 это в принципе должна быть стандартная скорость самого SSD диска, либо HDD диска 2.5, и просто он должен зеркалироваться, он должен по идее зеркально отражаться. Сейчас посмотрим, просто интересно. Конечно же тут состояние не будет видно, потому что у нас это определяется как RAID массив и нет прямого подключения к диску. Ждем. Давайте так, до конца теста.
Итак, смотрим. В режиме RAID 1 мы видим, что, ну, это стандартные скорости для SSD дисков. В принципе, это больше, чем на 2.5 HDD. Но это вот для RAID 1 мы видим вот такая вот скорость. Хорошо, хорошо. Давайте переключим в RAID 0. Сейчас попробуем, как мы это будем переключать, как он вообще на отформатированных дисках это все воспримет. Ну, давайте посмотрим, как они сейчас отобразятся у нас в управлении дисками. Так, сейчас он пока как один диск. Отключаем SSD-шку, включаем сейчас другой режим. Сейчас все 4 режима попробуем. Включаем и смотрим. Так, здесь диск открылся, а здесь... О, здесь интересно. Хорошо, сейчас все удаляем. Здесь 2 диска отдельных. Это у нас получается режим. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы все удалим. Или вообще у нас пустые, а зачем? Они целые. Давайте сейчас обновим. Так, он переподключился просто как диск прямой UASP на ATA. 2 диска, видите, один подключился SATA 600, второй тоже SATA 600, то есть King Fast 120 гиговые на ACS 2, ревизия 3. И он подключился еще как дополнительный диск, диск 3. Хорошо, давайте сейчас посмотрим, ну, во-первых, перезапустим диск Mark. И диск у нас получается любой из этих пустых. Просто-напросто стартуем. Думаю, что 256 хватит для SSD простых. Посмотрим, что у нас получится по скорости. Будет ли разница или нет? То есть, ну, интересно. Интересно, действительно интересно. Один из них не размеченный, один размечен. Тут то же самое, 380 мегабайт. 380 мегабайт, ребята. Прикольно. То есть вы можете его использовать либо как хранилище на 2 диска, либо зеркалить для того, чтобы спасти, скажем так, сохранить ваши данные. То есть вы сюда влепили там по 2 терабайта, например, SSD-шки, и у вас будет либо 4 терабайта вместе, либо 2 терабайта в зеркалировании. То есть это интересно. Ладно, давайте дождемся конца теста и будем понимать, что у нас вышло. Прикол, реальный прикол, мне нравится. Очень классная штука, особенно с этим вот кейсом еще металлическим. Я себе оставляю 100%. На ТВ-боксах у меня будет трудиться на... А знаете, тут еще пыльничек сделали, чтобы пыль не попадала. Да ладно, то есть все удобненько. Хорошо. Ладно, 380, 313, ждем конца теста. Слушайте, ну те же самые скорости. Давайте, вот теперь добираемся до RAID 0. Все, я выключаю. Так, как у нас там RAID 0 включать? Сейчас мы смотрим в инструкции. RAID 0 это объединение. По идее должна и скорость быть больше. RAID 0 у нас будет единичка вверх, двоечка вниз. Сейчас посмотрим. Единичка вверх, двоечка вниз. Хорошо, включаем, смотрим, что у нас получится. Прикол. RAID контроллер. RAID контроллер на 2 диска. Приятная штука. Так, объединил. Давайте сейчас перезапустим, инициализируем. У нас прям разница, видите, в тестах прям вот прям одинаковая. Там 370-96 на 332, тут 380 на 332. Да, он инициализируется, хорошо. Все, давайте сейчас посмотрим на скорости. Вот прям интересно. RAID 0. И сейчас попробуем еще, что за Big Mod. Вот это вот интересно. В чем разница между RAID 0 и Big Mod? Тоже такой вопросец. Ждем. Есть. И теперь перезапустим Crystal Disk Info. Ну давай, удиви нас. Удиви нас скоростью. Вот он, RAID 0, 239,9. Хорошо, хорошо. Давайте на вот этом на нижнем. Закроем его. Теперь откроем, чтобы он увидел. 256, я думаю, хватит. Давайте стартанем. В RAID 0 вообще обычно это самый не отказоустойчивый метод использования многодисковых систем, но зато самый быстрый. Нет, здесь тут нету такого, как по скорости, да, там, когда смотришь, у меня ноуты есть на 2 диска, на 2 NVMe, если NVMe диск там на 6 1000 мегабайт, и ты ставишь второй NVMe и ставишь в RAID 0, то удваивается еще и скорость чтения, скорость записи. Сейчас еще посмотрим, что такое Big Mod. Вот очень интересно. RAID 0, он просто 2 диска делает одним единым диском, именно виртуальным диском, с физическими 2 носителями. Интересно получилось. Ладно, ждем конца тестов.
Итак, у нас получилось все то же самое. Вот те же самые цифры, абсолютно. Знаете как? И хочу еще вот этот вот попробовать Big Mod, да? Как он там у нас? Big Mod, только в обратную сторону. Сейчас мы сделаем. Вот в чем разница этого Big Mod и RAID 0, я, честно говоря, не очень понял. Ждем. Так, включилось 2, сейчас мы их инициализируем. Опять. Знаете, что самое интересное? Что при переключении режимов удобно, что нет вот этих танцев с бубном, с инициализацией. Сейчас открою управление дисками. То есть он их нормально реинициализирует, то есть тебе не надо там морочиться, там как-то диски, удалять разделы, что-то с ними делать. Нет, он их нормально реинициализирует для каждого из вариантов отдельно. Это удобно. Ждем. Хорошо, что этот Big Mod дает? Ну давай, создадим простой тон. И сейчас посмотрим в диск инфо, в кристалле, что у нас получилось. Так, диск хорошо есть. Вот знаете, очень сильно похоже на RAID 0. Ну, Crystal Disk Info. И он у нас JMicron Big. Ну не знаю, в режиме Big. Ну ладно, сейчас попробуем. Тот же самый диск E. Сейчас стартуем и посмотрим, что у нас получилось. Интересно. Слушайте, нормальная тема. Я уже могу рекомендовать, в принципе, я здесь и буду сейчас заканчивать. Подходит для чего? Для роутеров. Та же самая скорость. Но в чем разница Big Mod, я, честно говоря, не знаю. Напишите в комментариях, ребят. Напишите RAID 0 и Big Mod, в чем разница? В том, что оно его объединило точно так же, как RAID 0, либо по своему протоколу какому-то работает. Не знаю. Вот, реально по скорости я разницы не увидел. В описании, ну давайте... Блин, Big Mod это GBOID. Но RAID 0 здесь не работает на удвоение скорости. Поняли? GBOID работает в принципе как объединение емкости, а RAID 0 должен еще и работать на объединение скорости, скажем так. По поводу RAID 0 прикольно объединила. По поводу RAID 1, да, он зеркалирует диски. В нормальном режиме он делает 2 диска. Действительно интересная штука. Действительно, как 2 отдельных контроллера. Для ТВ-боксов, для телевизоров, для роутеров, просто для компьютеров, для хранения каких-то вещей с повышенной, скажем так, безопасностью. Я не говорю, что стоит такому контроллеру доверять там все свои какие-то суперсекретные документы в суперсекретных каких-то моментах. Но то, что он работает, то, что RAID держит, то, что у него есть разные режимы и он с активным охлаждением, это факт. Я рекомендую, ссылки в описании под видео, мы уже тут закончим тест, и я уже отдам его девчонкам, они на роутере его будут использовать. Поэтому с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.